Почти все садоводы уверены, что для того, чтобы создать красивый сад, необходимо вложить не только много своих сил и времени, но и денег. Поэтому часто задаются вопросом, что посадить из более бюджетных растений, которые смогли бы украсить их территорию. К счастью, есть немало высокодекоративных культур и красивых цветов, которые стоят недорого. К таким, например, относятся многие почвопокровники. Эти растения легко размножаются. К тому же со временем их приходится делить и рассаживать, поэтому и цена на такие многолетники довольно низкая. Особенно если их покупать с рук, на рынках или на сайтах бесплатных объявлений. К категории недорогих растений относится декоративная живучка. Данный многолетник хорошо разрастается, заполняя пустоты в цветниках и не оставляя шансов сорнякам. Среди живучек есть много интересных сортов с яркой и пестрой окраской листвы. К тому же этот низкорослый почвопокровник очень красиво цветет в мае-июне. Из живучки получается эффектный бордюр и подбивка цветников. Ее также высаживают по краям садовых дорожек и в приствольных кругах деревьев. Очень яркие почвопокровники, которые также можно недорого приобрести, это флокс шаловидный и абриета. Эти неприхотливые и засухоустойчивые многолетники с годами способны разрастаться красивым густым ковром. В мае-июне они сплошь покрываются множеством красочных цветочков, что выглядит просто фантастически. Особо красиво высаживать, комбинируя их разные окраски. Абриеты и флокс шаловидный в уходе неприхотливые, а их плотное покрытие из мелкой листвы хорошо смотрится даже в то время, когда растения не цветут. Это же касается и гвоздики почвопокровной. Ее игольчатая сизо-зеленая листва декоративно выглядит весь сезон и на зиму не отмирает. Весной и в начале лета гвоздика очень ярко цветет. Цветение этого почвопокровника не только обильное, но и сопровождается потрясающим ароматом, напоминающим дорогой парфюм. При своевременной обрезке к концу лета может зацвести повторно. К таким же растениям относятся неприхотливый иберис и лобулярия. Они не только украсят ваш сад, но и наполнят его приятным медовым запахом. А если вы посадите пряный тимьян, вы сможете наслаждаться не только красивым видом, но и использовать его веточки в кулинарных и лечебных целях. Многие из этих растений я приобрела задешево с рук на местных рынках и ярмарках. Они хорошо разрастаются, достаточно засухоустойчивые и неприхотливые. А это растение досталось мне чуть ли не даром, в нагрузку к другим покупкам. Называется шнит-лук. Его красиво высаживать в качестве бордюра и по краю клумб. Молодая зелень этого многолетника не только съедобная, но и полезная. Сиренево-розовые шаровидные соцветия шнит-лука очень эффектно сочетаются с желтолистными растениями, например, золотистой спиреей японской. Очень привлекательные соцветия в виде шариков у примулы мелкозубчатой. Этот многолетник стоит недорого, особенно если покупать его семенами. Примула способна расти даже в тенистых местах. Цветет очень обильно и ярко. Ее посаженные группами кустики особенно разной окраски смотрятся потрясающе. И это при том, что данный многолетник ни в каком особом уходе не нуждается. К таким же неприхотливым, красивым и недорогим растениям можно отнести красочную космею и всевозможные люпины. Сейчас в магазинах не проблема найти их семена разнообразных сортов и окрасок цветов. Люпины – это настоящий фейерверк красок. Его красочные, высокие соцветия идеально выглядят на заднем плане цветников и посаженные вдоль заборов. А среди неприхотливой космеи есть даже махровые сорта, эффектные цветы которые подходят для срезки в букеты. Кстати, у этих растений декоративно смотрится даже листва. Для малоуходного сада в природном стиле отлично подойдут засухоустойчивый мордовник и синеголовник. Если поискать в интернете, то можно найти их семена. Это одни из самых неприхотливых растений, которым практически не нужен уход. Зато они способны составить весьма удачную компанию многим садовым цветам и декоративно-лиственным культурам. Посмотрите, какое шикарное сочетание сине-голубого мордовника с белыми соцветиями древовидной гортензии. Из недорогих цветов можно подобрать эффектное сочетание розово-сиреневых флоксов метельчатых и яркой рудбекии. Не менее красиво смотрятся очаровательные цветы скабиозы. Они небольшие, но очень удачно выглядят именно в плотной посадке
и в сочетании с другими цветами. Среди скабиозы много разных сортов и видов. Окраска и форма ее цветов самая разнообразная. Данный многолетник неприхотливый в уходе и станет украшением вашего сада на все лето, до прихода осенних холодов. Из недорогих и красивых растений можно посоветовать разные колокольчики. Высокорослые виды можно высадить на заднем плане или по центру цветника, а низкие и почвопокровные колокольчики создадут яркую подбивку и плотный цветочный бордюр. Обратите внимание на такой многолетник, как мальва. Эти цветы часто встречаются даже в дикой природе, на лугах и лесных опушках. Особо неприхотливая и распространенная мальва лесная или просвирник. Более простое в уходе, к тому же лекарственное растение, как мальва лесная, надо еще поискать. Зато ее очаровательные сиреневые цветочки очень красиво выделяются на фоне темно-зеленой листвы. В садоводстве большой популярностью пользуются ее самые разные декоративные сорта, которые отличаются окраской, формой и размерами цветов. Семена мальвы можно найти в садовых магазинах, а ее деленки также иногда продают с рук на рынках. Преобразить клумбы и цветники своим ярким видом сможет еще одно неприхотливое растение – это энотера. Среди энотеры есть двулетние и многолетние виды, а также сорта с желтой, белой, голубой и розовой окраской. Уход за этими цветами очень простой, но энотера показывает всю свою красоту в основном ближе к вечеру или в пасмурную погоду, то есть тогда, когда скрыто солнце. Зато ее можно с успехом выращивать даже в тенистых местах. Яркие цветочные пятна из многочисленных цветов энотеры очень эффектно выделяются среди прочих растений, особенно в притененных местах. Украсить садовые дорожки и бордюры смогут неприхотливые садовые ромашки или невяник и яркие бархатцы. Из последних можно подобрать низкорослые сорта. Их семена также не проблема найти по самой скромной цене в садовых магазинах. К недорогим декоративным культурам относятся разные очитки, декоративные тысячелистники и много самых разных и красивых многолетников. Данный перечень растений можно продолжать бесконечно долго. Я уверена, что мой неполный список недорогих красивых цветов вы дополните другими растениями. Обязательно поделитесь своими знаниями в комментариях. Это важно, так как ваш опыт будет очень многим полезным. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о выходе новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч в нашем добром саду.